Самые нормальные новости, самые честные. Вообще не смотрю. Которые запрещены сейчас. Дезинформацию по телевидению. Про Владимира Владимировича, то, что рассказывают. Репутационные блогеры меня интересуют, блогеры, каналы. Телевизору нет. Смотрю, конечно, Соловьева. Верите ли вы телевизору? А что телевизор? Я скажу так. Вы знаете, про Владимира Владимировича, то, что рассказывают, половина херни. Это раз. Это первое. Второе. Был такой Владимир Жириновский. Он очень хороший человек был, но умер, к сожалению. И был влиятельным политиком. Это два. Третье. Ну, вы про телевизор сами спросили. Не я вас за глаза дергал. Вон, не глаза, а за... Да. Я вам скажу так. Следующее. Пускай меня на весь мир увидит. Я скажу так. Я Владимиру Владимировичу не доверяю. И не доверял, и доверять не буду. А где вы черпаете новости и информацию? Очень хорошо. Объясню. YouTube и прочие соцсети, я их ненавижу. Как правило, лучшая информация для меня – это мои друзья. Это вот эти фейки все собирать с утра до вечера. Я уже устал. Да. Еще вам такой вопрос. Как вы думаете, что должно произойти в России, чтобы российские граждане выключили телевизор? Нет, тут ты не прав. Чтобы вот... Да подожди, пожалуйста, меня спросили. Дай, пожалуйста. Сейчас тебя спросят. Мое мнение, честно, чтобы остановился телевизор, просто бери и выключи. Почему? Потому что там дерьмо такое показывают. Там так тебя охреначивают с утра до вечера. И ты как лопух сидишь и слушаешь. Лапша уже с ушей падает. Телевизору, ну, смотря на сколько. Я верю, знаете, там, где я живу. И то, что я вижу своими глазами, реально. В одном прекрасном городе Туле у меня милиционер отнял квартиру. Когда я, как сирота, нуждался в полноценном жилье, у меня милиционер отнял квартиру. Вот, я видел, как Ельцин пьяный бухал за столом, как его откачивали, как он клялся, что мы будем жить хорошо. Я видел, как сейчас вижу, как наше государство, да, не вопрос, отправляет там людям, которые нуждаются в гуманитарной помощи. А Путин видел, как наши бабушки лазят по мусорным бакам, подбирают просрочку. Он это видел, да, он повышает, и тут же коммунальная зарплата подрастает. И тут же то, что он поднял, то и забрал. Но все есть в нашей стране, и мы живем хуже всех. Почему Вова Путин это позволяет? Что должно произойти, чтобы все граждане России перестали смотреть телевизор, а начали, как вы, смотреть по сторонам? По сторонам? Я не знаю, что должно произойти. Мне кажется, Вова Путин засиделся там. Нужно реально нормального человека посадить. А вот эта Дума, вот смотришь, да, по телевизору. Вот я вот реально смотрю телевизор, да, вот я новости смотрю. Один зевает, другой спит, показывает. Я новости не пропускаю. А вот взять этого Газманова, он кто вообще, певец или депутат? Почему он такие деньги зарабатывает? А человек, который работает на наше государство, он ни хрена не получает. Вы согласны? Я живу в свободной еще пока что стране. Вы уверены, что у нас есть пока еще свободная страна? Уже давно не свободная. Уже Вова Путин своей вот это, он же комитетчик. Мы всем верим. Зачем? А что надо сделать, чтобы вы перестали верить? Ничего не надо делать. Не верим. Не верите? А как вот вы считаете, что нужно сделать, чтобы россияне перестали верить всему тому, что говорят? Им нужно больше бывать на улице, ездить хотя бы по стране, чтобы понять, что у нас творится. Телевидению? Не всем, кто там вещает, не всем. А кому не верите? Кому я не верю? Рекламе не верю. Вот здесь уже сидит. А вот кому доверяете? Каким вот источникам информации, вот новостям, откуда черпаете? Есть серьезные новости, ну, я думаю, Вести, вот, вторая программа, Первый канал. Что должно произойти, чтобы вы перестали смотреть телевизор? А ничего не должно. Я все подряд не смотрю. Верите ли вы телевизору? Телевизору верю. А каким источникам доверяете? Вот каких-то журналистов, может быть, вот кому верите? Каким программам? Ну, НТВ, Первый канал, в основном. Что
Что должно произойти, чтобы вы перестали его смотреть? Ну, наверное, если там будет какая-то информация, которая будет совершенно расходиться как бы с реальностью, тогда я сделаю вывод, что дезинформация идет по телевидению. Как вы решили, где находится реальность и какая из реальностей правдива? Ну, я как бы информацию из разных источников получаю, не только из новостей. Вот. Сравниваешь, делаешь какие-то выводы. Я его вообще не смотрю. А вот как думаете, почему все россияне смотрят телевизор? Вот что надо сделать, чтобы они выключили его? Мало кто смотрит телевизор. Все пользуются интернетом. Где вот вы лично черпаете новости? В интернете. На каких каналах, если не секрет? Ну, есть, во-первых, всевозможные информационные ленты. Там в Яндексе чаще всего. Ну, как вам сказать, я вообще, честно, не любитель телевидения, потому что пропаганда сейчас зашкаливает. Она давно зашкаливает. Я, честно говоря, телевизор не смотрю с 1996 года. Я таким образом сохраняю свое здоровье. Потому что телевизор очень вреден для здоровья. Он приводит к тому, что вот, ну просто вот, ну его невозможно смотреть. Я не знаю, кто его смотрит вообще. Может быть, кто-то смотрит, я не знаю, там в глубинке. А я его, честно, не перевариваю. Не смотрим. А вот почему вот все россияне смотрят, как думаете? Что нужно сделать, чтобы они тоже перестали смотреть, как и вы? Знаю. У меня такой интерес другой, наверное, чем у остальных россиян, которые смотрят А где вы черпаете новости и информацию? в интернете. Так что репутационные блогеры меня интересуют. Блогеры, каналы. «Дождь» вот сейчас с радостью вернулась и продолжаю смотреть. Скажите, пожалуйста, доживем ли мы и когда, как вы думаете, будут у нас в стране какие-то перемены? Не знаю. Ну, мы с оптимизмом смотрим в будущее, надеемся на лучшее. Нет, А где черпаете новости и информацию? в интернете. В каких каналах, если не секрет? Не скажу. Верите ли вы телевизору? Нет, А где новости черпаете информацию? в телевизоре. И не верите, но Не смотрите. верю, ну нет, доля правды есть, конечно, наверное. Но на 100% не верю. А кому вот вы верите, а кому нет? Но мне Соловьев нравится, я смотрю, конечно, Соловьева. Мне она нравится. А еще кого? Живая, живая. Потом смотрю, 4 свадьбы смотрю. Что такое? Я не А знаю. это на ТНТ. Все. А так времени нет смотреть телевизор. А Спасибо. что должно произойти, чтобы вы его перестали вообще смотреть? Я затрудняюсь сказать, наверное. Не могу сказать на этот вопрос на данный момент. Нет. А где новости черпаете информацию? Отовсюду, из газет, из радио. Кто вам нравится на телевидении? Кому вы доверяете? Соловьев, конечно. Соловьеву доверяете? А как же? А по телевизору его не смотрите? Да нет, у меня сломался телевизор. А как вы думаете, что должно произойти, чтобы вы вообще перестали вот доверять Соловьеву, смотреть телевизор? Ничего не может произойти. Нет. А где новости черпаете? В Ютубе, в новостях. Тех, которые запрещены сейчас. Не хочу озвучивать. Что должно произойти, чтобы россияне просто взяли и выключили телевизор? Ну, это уже поколение советское, вы их уже не измените. Ничего не сделаете. Ну, а нам-то с вами Ну, как-то здесь жить? Ждать. Больше никак. Их большинство. Никак. Их уже столько лет зомбируют, никак. Возьмем проспект Вернадского, вроде старый район Москвы. Но здесь одни пятерочки, здесь не строят там перекрестки азбуки вкуса, потому что ритейл настроен на контингент людей, пенсионеры и так далее. Они ждут, пока это поколение уйдет, и они начнут вкладывать, здесь перекрестки появятся и так далее. Соответственно, так, больше других вариантов нет, я не знаю. Радикальный метод, но радикальные методы нас прихлопнут быстро. Ну, не все. Не все программы. А каким программам доверяете? Ну, я смотрю «Москва-24», смотрю этот самый домашний канал женский. Не из интернета, а что по телевизору показывают. Ну и читаю и в Яндексе новости. А вот Соловьев, Скобеева, Шейнин. Соловьева я слушаю, когда с Путиным там разговор по воскресеньям. Соловьева очень большие дебаты, не всегда все слушаю. А с Скобеевым, ну, не всегда. Что должно произойти, чтобы вы взяли и выключили телевизор? И никогда его больше не включали? Такое часто бывает.
Такая часто бывает. Потому что есть какие-то дела неотложные, я выключаю и ухожу. Вот так. Нет, а если вот чтобы взять и насовсем выключить, и больше никогда его не включать? Ну, бывает такое иногда. Все равно ж потом включаете? Ну, дело в том, что я сейчас, мои отдыхают, я сейчас одна, поэтому делать нечего, скучно, включаю. Нет, не верю. А где новости? Вот где черпаете информацию о событиях, происходящих в России и в мире? Читаю В газетах или в интернете? в интернете. А где новости черпаете? Да, просто телеграм-каналы, видео на YouTube. Ну, просто сперва, конечно, нужно анализировать, что смотришь, но в целом, телевизору нет. Всем, кто на телевизоре, так сказать, вещает, им доверяешь кому-то из Доверие них? 0. Что нужно сделать в России, чтобы россияне взяли и навсегда выключили телевизор? Вряд ли это произойдет быстро. Просто через пару поколений, думаю, тенденция на телевизор уйдет. А нам всем как же жить вот во всем этом? Как же жить? Наверное, выражать свое недовольство явнее, чем просто в интернете. Устраивать, скажем так, санкционированные митинги. Потому что другие, лучше не говорить, что их нужно устраивать. Уже несколько лет не согласовывают никакие митинги, выборов нет. То есть вот каким образом россиянам можно безопасно, без уголовного преследования выражать свое Да недовольствие? никаким. Что же нам делать? Выражать недовольство другими способами, скажем так. Какими мы еще не придумали, да? Мы все с вами понимаем, я думаю. Вот, просто, вы поняли, в общем. Телевизору. Когда он включен или нет? Когда он включен? Когда он включен, какой канал имеем в виду? Любой. Вот какой-то есть канал, которому вы... Когда-то верю, когда-то не верю. Средства массовой информации – опасная штука. Скажите, а кому доверяете? Вот из журналистов, быть может? Вот. Маме доверяю. Журналистам? Не, знаете, понравился Колчак, как же он сказал. Никогда не имейте дело с шутами, с лакеями и с проститутками. Они работают при любой власти. Вот и все. Никому здесь не доверяю, кроме мамы. А где еще черпаете новости? Вот какую-то альтернативную точку зрения? Улица. Это самые нормальные новости, самые честные. Вышел на район, поговорил с людьми, вот она правда. Все. А как думаете, что должно произойти, чтобы все россияне взяли и навсегда выключили телевизор и посмотрели, что происходит на улице? Свет отключить, просто отключить свет. И скоро, видимо, произойдет. Вот и все. Я пойду. Да. Каким каналам доверяете? Может, какого-то журналиста назовете, которому особо верите? Журналисту, доверяю, нашим федеральным каналам. Первый, Россия-1 смотрю. Очень люблю, к нам в школу приходил, вел лекцию Попов, ведущий передачи на Россия-1. Очень интересно, я считаю. Верю, конечно же. Любая сейчас информация, она, конечно, проходит некую цензуру, но в целом я считаю, что можно верить каналам и тому, что показывают в телевизоре. А что должно произойти, чтобы вы взяли и навсегда выключили телевизор? Наверное, должны сказать, что я плохой человек, и показать мое фото. Только так? Конечно. Нет. А где новости черпаете, информацию о событиях? В интернете. А в каких каналах, если не секрет? В разных. На Ютубе, в Твиттере, в соцсетях. Что должно произойти, чтобы все россияне взяли и навсегда выключили телевизор? Я не думаю, что этого стоит добиваться, но это просто очень сложная задача, и, может быть, в этом нет большого смысла. Как думаете, в чем есть смысл? Как нам большинство убедить смотреть YouTube и читать Twitter? Должен быть просто контент такой, который могли бы массовые люди потреблять. Но мне кажется, может быть, такого контента не хватает в Ютубе и, тем более в Твиттере. Нет. А где новости черпаете, информацию? Да так, смотрю, что придется. Верить не верю. А есть какой-то, может быть, журналист, кому вы действительно доверяете? Или какой-то политики издание? не силен, поэтому колхозники. Политик не силен. А как же, народ единственный источник власти. А вы не сильны в политике, как так? Какой? Народ, да, это в общем. А в частности, единицы от народа. Я не смотрю его, вообще не смотрю. А где новости черпаете, узнаете о событиях, происходящих в России и в мире? В телефоне. В интернете? Да. Когда как. А
есть какой-то журналист, кому бы вот вы сказали, да, вот этот человек говорит правду, я ему верю? Ну, наверное, нет. Все равно критическое мышление должно присутствовать. Сейчас никому не стоит верить. А что ж делать? Не знаю. А где новости черпать? А? Новости, где информацию брать? Нигде, мне их не интересно. Сейчас правда нет. Не знаю. Мы не смотрим, там нечего смотреть. Мы его просто не включаем. Он у нас есть, мы смотрим фильм. Скажите, а где вот о событиях в новости узнаете? В Вот интернете все. какие каналы? Вот есть какой-то человек, которому вот вы можете сказать, вот этот человек говорит правду, я ему доверяю. Знаете, нет, как-то мы просто читаем новостные что-то. Если интересно, открываем новости, все.